SsangYong вернулся в Россию, но за 5 месяцев продано около 100 машин, а скидки уже достигают 1 миллиона рублей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Около полугода назад в Россию вернулась почти забытая корейская марка SsangYong, пусть и под новым именем KGM. По сути, ничего особенно не изменилось. Машины те же, названия моделей знакомые, а суть осталась прежней. Возвращение, казалось, могло встряхнуть рынок, ведь в арсенале корейских автомобилей нашлось немало аргументов против набравших обороты китайских конкурентов. Возьмем хотя бы модель Rexton. Когда стало известно о возвращении бренда, многим показалось, что корейцы смогут отвоевать долю у китайцев. Их сильными сторонами считались стабильное качество сборки, достойный уровень материалов и, конечно, проверенные временем агрегаты, включая классическую коробку автомат от Aisin. Такое преимущество действительно внушает доверие, особенно если сравнивать с сомнительными вариаторами и роботами китайского производства. К тому же корейцы обычно предлагают полный привод, в то время как даже дорогостоящие китайские иномарки часто ограничиваются только переднеприводными версиями. Имя KGM пока не на слуху, но подавляющее большинство новостей сопровождались уточнением. Это никто иной, как тот самый SsangYong, вернувшийся под новым флагом. А этот бренд россиянам знаком и даже уважаем. В свое время компания продала на нашем рынке более 160 тысяч автомобилей. Пусть это и не миллионы, но результат все же солидный. Особенно если учитывать, что SsangYong никогда не претендовал на массовость и довольствовался нишей городских внедорожников, кроссоверов и пикапов. Их покупали дачники, охотники, рыбаки, те, кому был важен полный привод, большой багажник и проверенные моторы, причем по куда более гуманной цене, чем у японцев и европейцев. Казалось бы, вернувшись в Россию, корейцы могли повторить успех, но на деле все вышло иначе. За прошедшие полгода на учет поставили менее 100 машин. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, в страну везли около 4000 новых автомобилей марки, но только 95 из них оказались зарегистрированы. Остальные, судя по всему, так и стоят в автосалонах. Получается, что на продаже удалось реализовать лишь 2,5% от общего объема поставок. Почему так произошло? Прежде всего из-за цен. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Самая доступная модель у SsangYong – компактный кроссовер Tivoli. В России стоит от 3 миллионов 440 тысяч рублей, даже с учетом скидок за трейд-ин. И это за машину с передним приводом и не самым вместительным багажником. При том, что в этом ценовом сегменте легко найти китайские аналоги вроде Москвича 3 и Chery Tiggo 4 Pro с куда более привлекательным оснащением. Да, у Tivoli есть японский автомат и зимний пакет. Но все это не выглядит убедительным поводом переплатить 1,5 миллиона. Та же история с другими моделями. Корейцы заметно переоценили свои машины. Например, кроссовер Коранда стартует с отметки в 2,9 миллиона рублей. И это за базовую комплектацию с передним приводом. За эти деньги можно купить Haval Jolion с полным приводом и богатым набором опций. Торрес начинается от 3,7 миллионов рублей, а рамный Rexton в минимальной версии обойдется в 5,6 миллионов. За такие деньги китайцы уже предлагают почти премиальные модели. Справедливости ради стоит признать,
Дело не только в ценовой политике KGM. Существенную роль играет утилизбор, таможенные пошлины и другие издержки. В отсутствие локального производства машины неизбежно становятся дорогими, но чтобы компенсировать утилизбор, нужно производить автомобили в России, а строить завод при таких мизерных продажах попросту нецелесообразно. Получается замкнутый круг, из которого уже не выбрались и другие автопроизводители вроде Москвича, вложившего миллиарды в локализацию, но так и не оправдавшего ожиданий по объему продаж. Что остается делать корейцам? Вероятно, пытаться продавать автомобили практически по себестоимости, чтобы хоть как-то вернуть интерес россиян к марке. Но и здесь неудачное время. Рынок перегрет высокими ставками по кредитам, которые доходят до 30% годовых, что делает покупку автомобиля практически недоступной для большинства семей. Так что сейчас на российском авторынке для KGM наступил момент истины. Им нужно либо радикально пересматривать свою стратегию, либо смириться с ролью статиста в борьбе китайских и отечественных брендов. А вы бы купили сейчас новенький SsangYong даже под другим именем? Напишите в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Российский автопром — это единственное место, где слово «новая модель» означает: поставили старый руль на новую панель и перекрасили в серый. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.